Ну, из моих охот это, наверное, самая крутая база с удобствами, с комфортом, с посудой. Ну, ребят, ну это просто пятизвездочный отель. Все недочеты – это персонал. Но особенно у нас там отличился один егерь Сергей, который нас учил, что нам надо по уткам стрелять и так далее. Достаточно было неприятно его это выслушивать. Спустя месяц после прошлой поездки Дмитрий решил снова отправиться в Миасское охотхозяйство, проверить сложившиеся мнения. В моей жизни, наверное, это самое лучшее охотхозяйство, потому что оборудовано все, начиная от проживания, заканчивая снегоходами, нивами и так далее. То есть оснащение базы очень серьезное и впечатляет. Основной целью в этот раз стала добыча кабана. В роли охотоведа снова Сергей Николаевич со своей командой егерей. Однако Сергея, испортившего впечатление от прошлой охоты, в этот раз все-таки заменили. Времени без 5:11, 2 часа ищем следы кабани, но пока безуспешно, поскольку с вечера хорошо так присыпал снежок. Пока еще никто не сделал ни одного выстрела, но тем не менее все в предвкушении и в ожидании чуда. Чтобы не спугнуть кабана звуком моторов, охотников высаживают вдали от места загона, а затем охотовед сам ведет их на номера. Самка. Взрослые самки – это племенное ядро. Они отвечают за воспроизведение поголовья в охотхозяйстве. За такую добычу охотнику пришлось бы платить штраф. Прошел первый загон, были 2 самки, поэтому самок мы не стреляем. К сожалению, кабана не было. Но в целом уже адреналин какой-то получили, увидели дичь. Ждем, что будет дальше. Закончился второй загон. Настроение так себе. В первом загоне выбежало 2 косули, кабана не было. А в этом загоне я, по крайней мере, не видел даже косули. Но после загона выясняется, что кабан выходил между 2 других номеров. Только охотники не сумели его поразить. Зверь ушел в соседнее болото. После короткого обсуждения с охотоведом принимается решение – выгнать зверя. Загонная охота на кабана схожа с охотой на косулю, только более сложная. Кабан гораздо осторожнее и опаснее. Несколько охотников присоединяются к загонщикам, чтобы увеличить плотность. Иначе кабан может затаиться или уйти между людьми. Трудность еще и в том, что для отхода кабан выбирает наиболее густые кустарники, а попав в западню, может и напасть.
Охотники провели 3 больших загона. Но кусты слишком плотные для равномерного прохода. И кабану раз за разом удается ускользнуть. Но вот несколько выстрелов со стороны номера, где стоит Николай. Может, они достигли цели? Пулей бил 2 раза мимо, 3-й раз под задним ногам, а 4-й я уже и контрольной кровью просто больше. Кусыть, что ли? Но тут на 4 полз. Вон он даже. Ноги перебил, по ногам попал. Ну, я думал, ты кабана взял. Я пока оттуда сюда добежал, вот мы думали, Кабана ты взял? но был бы кабан, бил бы его. Что выскочило, то и взял. Но, наверное, сейчас больше загонов на кабана делать не будем. Будем делать загоны на косулю, потому что надо хотя бы с дичью приехать, а то на ужин будем консервные банки кушать. И уже в следующем загоне балканский охотник со звучным именем Бэган получает шанс взять дичь. Молодец, красавец. Прямо ее в голову стрелял, ее в голову. В голову попал? Да. А другие били это... Она падает, а другий раз стреляет. Да, еще раз. Ну, не- А, так ты с первого убил? А второй ты зачем стрелял? Блин, На автомате. Во второй половине дня снег усилился, и зона видимости значительно уменьшилась. Вот немножко как-то стало на душе легче, что не зря приехали 300 километров и целый день потратили. Все-таки для охотника очень важна добыча. Итак, друзья, вот такая у нас получилась охота. К сожалению, кабана мы не взяли. Он доходил до номеров где-то 20 метров, 15 и уходил обратно через загонщиков. А касаемо выводов про охотхозяйство, они в принципе такие же и остались. Очень классная, просто нереально классная база, очень много дичи. К сожалению, никаких выводов так никто и не сделал. Егеря, мы их называем в фильме егеря, на самом деле это просто загонщики. Это люди, которые выполняют свою работу за деньги. Соответственно, никакого морального
права они не имеют высказывать людям какие-то свои претензии и так далее. Это просто их работа, которая на самом деле оплачивается. По-моему, если я не ошибаюсь, мы заплатили за работу загонщиков где-то или 5 или 10 тысяч, могу ошибиться здесь. Но тем не менее, хотел бы подчеркнуть для всех подписчиков и специально для Александра Байдалова, который оставил комментарий, хочу подчеркнуть, что это не просто альтруистский труд, а на самом деле это оплачиваемая работа. Поэтому комментировать, критиковать нашу охоту можно только вам, но никак не загонщикам. Поэтому вы, мои дорогие, можете комментировать, высказывать свое мнение, мы к нему всегда прислушиваемся и очень это ценим. Поэтому, если есть какие-то замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях, или есть, наоборот, что-то сказать хорошего, тоже очень ждем. Следующий фильм будет про охоту на гусей. Мы поедем в Оренбургскую область. Соответственно, подпишитесь на наш канал. Будет тоже интересно. В общем, спасибо вам. Нас уже 300 человек. Это очень круто. Спасибо вам за просмотры, за комментарии. Очень рад, что вы есть. Всем пока и до новых встреч. Все разложили, ребра отдельно, корейка отдельно. Для того, чтобы корейка приготовилась, нужно примерно 3-4 минуты с одной стороны и 3-4 минуты с другой стороны. То есть мы часто переворачиваем, главное, чтобы ничего не пригорело. А для того, чтобы приготовились ребра, нужно 10 минут. Ну, примерно так же по 2 минуты переворачиваем с одной стороны, с другой стороны.